Вот, смотрите, земляной ком уже практически, ну, большинство укоренились, конечно, смотрите. Вот такая тут борода корней. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы, цветоводы и огородники. Сегодня видео будет интересно тем, кто занимается выращиванием гортензий метельчатых, и я вам покажу результат укоренения метельчатых гортензий тремя способами. Сейчас вот вы видите, у меня здесь рядом на столе стоят укорененные черенки гортензии метельчатой новинки 2022-2023 сезона. Это всем хорошо известные сорта Bonfire, Pixio. И я вам покажу сегодня, как укоренились черенки. Я вам уже показывал в своих роликах, как я их ставил на укоренение. И получил я в этом году достаточно хорошие результаты. Некоторые результаты даже меня немного удивили. О них я вам уже рассказывал в своем прошлом видео. Это укоренение случайное метельчатой гортензии, про которые я забыл, поставил черенки в баночку с водой, и они у меня там месяц простояли и, на удивление, хорошо укоренились. Причем черенки были не только с годичной древесиной, но также и с двухгодичным приростом. То есть хорошее было укоренение, эти черенки себя уже хорошо чувствуют. Я их рассадил по отдельным емкостям, горшочкам. Я вам это в прошлом ролике показывал. Ну а сегодня покажу, как укоренились черенки сорта Bonfire годичного прироста. То есть это молодые зеленые черенки. Они сейчас вот так выглядят. На начало укоренения они были размером около 10 сантиметров, какие-то побольше, какие-то пониже, но сейчас они уже выросли, смотрите, до размеров порядка 30 сантиметров. Это Bonfire. Посмотрим обязательно корневую. И также Pixio. Pixio, смотрите, то же самое. В один и тот же период я их укоренял, но так как Pixio сорт немного более низкорослый, в отличие от Bonfire, они вот сами видите, немножко послабже, пониже выглядят. Но тоже сейчас посмотрим корневую. Давайте так переверну я их сейчас и посмотрим, в каком состоянии находится корневая система. Вот, смотрите, земляной ком уже практически переплетен, еще не полностью, но пора рассаживать, как вы понимаете, чтобы корни пока еще можно по минимуму травмировать при пересадке. Давайте посмотрим Pixio точнее. Аккуратненько прям вот так покажу. Переворачиваю. Вот, видите, тоже все в молоденьких беленьких корешках. Все хорошо укоренилось, пора рассаживать. И вот этот поддон у меня, я сейчас изменю вид камеры, чтобы вам лучше было видно. Здесь у меня Bonfire, здесь укоренены черенки даже с двухгодичным приростом. Они просто были воткнуты при обрезке саженцев, без применения даже стимуляторов, без корневина, очень хорошую. Они нарастили уже корневую систему. Вот в таком поддоне. Здесь нет дренажных отверстий абсолютно никаких. В качестве субстрата использован торф, причем торф не кислый, а нейтральной реакции. Очень хорошее произошло здесь укоренение, я вам чуть попозже покажу. Ну и обязательно пересадим несколько саженцев в отдельную емкость. Это будет, вот смотрите, это будет первый способ укоренения зелеными черенками. Я о нем много рассказывал, много видео есть на канале, как это сделать, как укоренить. Это будет способ укоренения одревесневшими черенками, годичными и двухгодичными получается. То есть они здесь комбинированного типа. Здесь при обрезке обрезка была достаточно короткой,
у саженцев. И я использую практически все кусочки, которые у меня были после обрезки, оставались. Все рогаточки, все кривулечки, как я их называю, не кондиция, вся была сюда воткнута и посажена на укоренение. И третий способ, друзья мои, я о нем уже вам говорил и показывал, это баночка с водой. Сейчас вы увидите на экране, как все это выглядит, корешки в баночке с водой, какое имеет развитие. Конечно, на мой взгляд, самое лучшее развитие получается вот именно вот с таких черенков, с одревесневших. Там корней буквально, вот как я их называю, борода корней. Хорошие прям там такие пучки. И естественно, что вот такие саженцы, они будут самыми сильными. Возможно, даже уже в этом году, скорее всего, на многих из них появится соцветия, но их я, конечно, удалю, чтобы дать возможность растению набрать силу, укорениться, нарастить корневую систему прежде всего. А в следующем году эти саженцы уже вполне можно использовать для посадки на постоянное место. И я думаю, что их даже осенью, и даже сейчас их можно, вот эти конкретно саженцы, посадить сразу в грунт, и они хорошо стартуют, хорошо примутся и уже порадуют в следующем году при правильной обрезке, подкормке, обильным, хорошим цветением, несмотря на их такой молодой возраст. Ну что ж, сейчас я изменю вид камеры и пересадим растения, черенки укорененные в отдельные емкости. Покажу вам особенности и технику пересадки, которой я пользуюсь. Ну что ж, начну я, пожалуй, показывать вам сорта Bonfire, укоренение зелеными черенками. Подготовил емкости. С емкостями я не мелочусь, я сразу пересаживаю черенки в литровые контейнеры. Мне так удобнее. 500-граммовые горшочки я считаю слишком маленькими для этих растений, потому что корневая у них достаточно большая. Ну, обычные стандартные технические горшки для саженцев. Естественно, каждый горшок я подписываю, чтобы не было пересорта. Использую для этого вот такой белый маркер. Это маркер для сварщиков, его еще называют. Очень хорошо он пишет на пластиковых горшках, не смывается водой и не выцветает на солнце. Грунт я использую, как вы видите, это обычный торф, но не кислый, а нейтральной реакции. В каждый горшок я добавляю небольшое количество такого удобрения. Это Осмокот Про, удобрение длительного действия, его хватает на 5-6 месяцев. Каждый горшочек литровый я буквально вот щепотку удобрения. Оно выглядит вот так вот. Вот видите, такие гранулки. Медленно растворяется. И в этих гранулах есть полный набор всех макро- и микроэлементов. Саженцы очень быстро и хорошо растут. Листья не желтеют, не хлорозят. Отличный вариант для подкормки контейнерных растений. Итак, беру горшочек. Аккуратно его переворачиваю. И здесь просто нужно руками аккуратно разделить на части. Стараемся не повреждать корневую систему. Если слишком вот плотно, видите, плотно вот так они срослись, тут можно воспользоваться, конечно, и ножом. Но я уже растение очень хорошо чувствую руками, поэтому я могу это сделать и без использования ножа. Вот смотрите, разделил, и теперь надо аккуратненько, подчеркиваю. Конечно, какие-то корешки обязательно оборвутся. Вот так вот взяли, разделили. Вот получились отдельные растения. Берем горшочек, насыпаем примерно половину, либо 1/3 от горшка земли и устанавливаем растение. При пересадке важно, чтобы корешки не загибались вверх. Вот это важный момент. И начинаем подсыпать грунт. Сразу я добавлю, как я вам говорил, щепоточку осмокота.
Вот, видите. Ну и теперь добавляю грунт. Заглублять сильно не нужно. Желательно растение пересаживать так, чтобы, скажем так, корневая шейка была на том же уровне, когда вы укореняли растение в общей вот такой емкости. Вот оставляем, естественно, сверху место для полива, то есть полностью не досыпаем. Вот саженец, который готов к продолжению своей жизни в литровом контейнере. Я надеюсь, он скоро найдет своего хозяина, либо хозяйку. Сейчас я остальные растения пересажу по отдельным емкостям и покажу вам, как выглядит корневая система у черенков, выращенных в том числе из двухгодичного прироста вот в этом контейнере. Ну и вот дошли мы до самого интересного, я думаю, посмотреть, что здесь внутри. Ну, сквозь прозрачные стенки видно, что корни есть. Сейчас я аккуратно этот контейнер переверну. Это сделать достаточно проблематично. Важно не поломать, чтобы ничего не выскочило. Я постараюсь аккуратно извлечь вместе с земляным комом. Ну вот смотрите, вот видите, какие хорошие корешки получились. Эти я прямо сейчас сразу же посажу. Видите, корневая система. Саженцы, обратите внимание, черенки толстые, крепенькие. Хорошие получаются саженцы таким способом. Ну, конечно, есть и выпад. Вот такие вот череночки не укоренились. Вот этот черенок тоже мне совсем не нравится. Обычно, когда сразу не идет, то, как правило, и в дальнейшем не укореняется. Отложу его пока в сторону. Видите, на нем корешков нет. Ну, большинство укоренились, конечно. Смотрите. Вот такая тут борода корней. Ну, а далее все по старой схеме. Берем емкость, подписываем название сорта. Я прям возьму вот этот старый грунт, в котором они росли, и сюда посажу черенок. Естественно, щепоточку осмокота обязательно. Всем хорош осмокот. Единственное, что, конечно, цена у него. Вот такой килограммовый пакетик весной стоил в Московской области около 1000 рублей. Но его хватает на очень большое количество саженцев. Это, конечно, плюс. Ну и плюс качество посадочного материала, выращенного на осмокоте, очень высокое. Это не реклама, это просто мои наблюдения. Вы можете использовать любое другое удобрение, которое считаете нужным. Вот такой получился саженец. Давайте посмотрим здесь еще. Вот так вот я покажу вам, как я их разбираю по отдельным частям. Не спеша, спешить не надо. Поменьше травмировать корни. Ну вот смотрите. Ну, вот это все в корнях одного саженца. Этот саженец, конечно, в этом году себя проявит максимально эффективно в росте. И он похож сразу даже на двухлетку с виду. Насыпаю грунт. Аккуратно устанавливаю саженец. Корни все, что вверх завернулись, расправляю вниз. Это очень важно. Щепотку осмокота. И досыпаем емкость. Вот такой получился саженец. За один сезон.
Ну и, конечно, после пересадки черенки, саженцы нужно обязательно хорошо пролить водой. При желании в воду можно добавить какой-нибудь стимулятор роста, корнеобразования. Это будет неплохо, но я поливаю обычной чистой водой без каких-либо стимулирующих добавок. Ну вот, друзья мои, сегодняшнее видео мы начинали с обзора укорененных черенков, а сейчас вы видите уже практически укорененные саженцы в емкостях с закрытой корневой системой. На адаптацию и на приживаемость их на новом месте уходит примерно от нескольких дней до недели. Можно их также еще дополнительно опрыскать по листу, применяя такие препараты, как, допустим, Ипин, Циркон, которые снимут стресс после пересадки растений, потому что сейчас они, конечно, потревожены, некоторые корешки у них надорваны, где-то там листик оторвался, но они достаточно быстро и хорошо приживаются на новом месте. Также желательно примерно через неделю обработать саженцы от вредителей. Часто бывает такое, что нападает на молодые растения трипсы, другие вредители, гусеницы. Иногда нападают слизни, если черенки стоят на улице, особенно в тенистом месте. Поэтому обработка от вредителей будет не лишней. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.